С возрастом многие люди сталкиваются с непростым выбором: остаться в привычной домашней обстановке или переехать в специализированное учреждение. Статистика показывает, что около 70% пожилых людей мечтают о возможности провести свои годы в родных стенах. Однако реальность такова, что не всегда этот выбор остается за ними. Дома престарелых, несмотря на кажущуюся заботу, могут оказаться не только бременем для бюджета, но и источником чувства изоляции, что вряд ли способствует радостной и полноценной жизни. Но не стоит отчаиваться, ведь современный мир предлагает альтернативные решения, способные не только облегчить финансовое бремя, но и подарить годы счастья и удовлетворения. В этом видео мы рассмотрим 6 интересных вариантов, каждый из которых имеет свои преимущества. Будь то возможность остаться в своем доме, переехать к любящей семье или найти поддержку в сообществе единомышленников, решение найдется для каждого. А последнее из представленных решений способно удивить даже самых искушенных зрителей. Познакомьтесь с Еленой, 72-летней женщиной, посвятившей свою жизнь благородному делу учителя. Выйдя на пенсию, она столкнулась с неожиданными проблемами со здоровьем, которые заставили ее почувствовать себя беспомощной. Врачи настойчиво рекомендовали дом престарелых, а семья выражала опасения по поводу ее одиночества. Перспектива непомерных расходов и потеря независимости повергли Елену в настоящий ужас. Елена, пытаясь найти баланс между независимостью и заботой о близких, столкнулась с дилеммой, знакомой многим пожилым людям. Перспектива дома престарелых казалась ей единственным выходом, пока она не открыла для себя альтернативные возможности. Благодаря тщательному изучению вопроса и поддержке заинтересованных лиц, Елена нашла решение, позволившее ей сохранить самостоятельность, расширить круг общения и обрести душевное равновесие, не жертвуя при этом своим финансовым благополучием. Подобный сценарий вполне осуществим и для других. В данном материале будет рассмотрен путь Елены к достойной и экономичной жизни вне стен дома престарелых, который может стать ориентиром для многих. Большинство пожилых людей, несомненно, предпочли бы оставаться в привычной домашней обстановке, где они чувствуют себя в безопасности и комфорте. Статистические данные подтверждают это стремление. Около 90% пожилых людей выбирают старение в родных стенах. Однако с возрастом возникают определенные трудности, такие как ограничение подвижности, вопросы безопасности и сложности с выполнением повседневных дел. Но не стоит отчаиваться, ведь существует ряд разумных решений, позволяющих адаптировать жилое пространство к потребностям пожилого человека, обеспечив ему безопасную и комфортную жизнь без необходимости переезда в дом престарелых. История Елены, 72-летней учительницы на заслуженном отдыхе, служит яркой иллюстрацией трудностей, с которыми сталкиваются многие пожилые люди. После череды проблем со здоровьем ее стали одолевать тревоги о возможных падениях, поддержании порядка в доме и обеспечении экстренной помощи в случае необходимости. Однако, вместо того, чтобы прибегнуть к переезду в дорогостоящее специализированное учреждение, Елена предпочла преобразить свой дом, внедрив ряд простых, но эффективных решений, кардинально изменивших ее жизнь. Первым шагом Елены стала установка поручней в ванной комнате и вдоль коридоров. Падения, являющиеся одной из главных причин травм среди пожилых людей, были нейтрализованы благодаря этим нехитрым приспособлениям, обеспечивающим дополнительную опору и устойчивость в наиболее опасных зонах. Вслед за этим она позаботилась о нанесении нескользящего покрытия на полы, что позволило свести к минимуму риск случайных падений. Для тех, у кого в доме есть лестницы, существуют специальные подъемники или пандусы, обеспечивающие безопасное перемещение между этажами без риска оступиться. Елене пока не требовались подобные приспособления, но она рассматривала их как потенциальный вариант на будущее, если ее подвижность со временем ухудшится. Не менее важным аспектом стала организация освещения.
Датчики движения, установленные в коридорах, спальнях и ванных комнатах, избавили Елену от необходимости искать выключатели в темноте, значительно снизив вероятность споткнуться. Кроме того, современные технологии умного дома, такие как голосовое управление освещением, термостатами и даже дверными замками, способны существенно облегчить повседневную жизнь, особенно для людей с ограниченными физическими возможностями. Одной из наиболее острых тревог Елены был вопрос о том, как она справится с внезапной бедой, оказавшись в одиночестве. В качестве решения она приобрела систему экстренного медицинского оповещения, компактный гаджет, который всегда при ней и позволяет вызвать помощь одним нажатием кнопки. Подобные системы оперативно связывают пользователя либо с экстренными службами, либо с родственниками, гарантируя незамедлительную поддержку в критической ситуации. В стремлении к максимальной безопасности многие люди преклонного возраста устанавливают видеодомофоны и современные камеры видеонаблюдения. Эти устройства позволяют им, не вставая с места, видеть посетителей, тем самым оберегая от мошенников и нежелательных гостей. Распространено мнение, что потребность в посторонней помощи неизбежно влечет за собой переезд в специализированное учреждение. Однако, как показывает практика, приглашение помощника на несколько часов в неделю может оказаться значительно более экономичным и удобным вариантом. Елена нашла компаньонку, которая дважды в неделю помогала ей с несложной уборкой, приготовлением пищи и походами по магазинам. Эта небольшая инвестиция существенно повысила ее уверенность в возможности оставаться независимой. В зависимости от региона проживания, пожилые люди также могут претендовать на получение социальных услуг на дому через программу Medicaid или местные благотворительные организации, что дополнительно снижает финансовую нагрузку. Для Елены эти преобразования стали спасительным кругом, позволив остаться в любимом доме, полном дорогих сердцу воспоминаний, избежав при этом непомерных расходов на дом престарелых. И она далеко не одинока в своем стремлении. Миллионы пожилых людей успешно проживают свои годы в родных стенах, благодаря умелому сочетанию разумных улучшений жилища и частичной посторонней помощи. Но что делать, если потребность в ежедневной поддержке возрастает, или же одиночество становится невыносимым? Именно здесь на сцену выходит набирающий популярность вариант, предлагающий встроенную систему социальной поддержки. Знаком ли вам термин «совместное проживание»? Готовы ли вы примерить его на себя? Елена, 72-летняя учительница на пенсии, никогда не представляла себя живущей в коммуне. Она всегда дорожила своей независимостью, но после ряда проблем со здоровьем одиночество в собственном доме стало тяготить. Дети разъехались по разным штатам, и хотя старение в родных стенах оставалось приемлемым вариантом, ее все больше беспокоила перспектива оказаться без необходимой поддержки в будущем. И тут она открыла для себя совместное проживание для пожилых людей, уникальную форму жилья, сочетающую в себе независимость и встроенную систему поддержки. Совместное проживание для пожилых людей – это набирающая обороты тенденция, когда люди преклонного возраста живут в отдельных домах или квартирах, объединенных в общее сообщество. В отличие от традиционных домов престарелых, этот формат рассчитан на активных пожилых людей, стремящихся к общению, совместному использованию ресурсов и чувству принадлежности, но без строгих правил и непомерных цен, характерных для учреждений по уходу за престарелыми. Елена открыла для себя мир совместного проживания, который предложил ей не просто крышу над головой, а целое сообщество. Ее личное пространство представляло собой уютную однокомнатную квартиру, дополненную небольшим садом, ставшим ее отдушиной. Однако настоящим сокровищем этого места были общие зоны: просторная столовая, современный фитнес-центр и гостеприимная гостиная, где ежедневно собирались жильцы. Каждую неделю соседи объединялись для совместного приготовления пищи,
организации интересных мероприятий и оказания взаимной помощи в решении бытовых вопросов. Если Елене требовалась поездка к врачу, всегда находился отзывчивый сосед, готовый помочь. В свою очередь, когда кому-то другому нужна была помощь с покупкой продуктов, другой житель с радостью предлагал свои услуги. Это ощущение единства и поддержки кардинально преобразило жизнь Елены. Она навсегда избавилась от чувства одиночества и получила возможность активно участвовать в жизни сообщества, сохраняя при этом неприкосновенность своего личного пространства. Одним из наиболее значимых преимуществ совместного проживания является его доступность. Стоимость проживания в домах престарелых и специализированных учреждениях для пожилых людей может достигать астрономических сумм, исчисляемых тысячами долларов в месяц. В отличие от этого, совместное проживание позволяет пожилым людям разделить финансовое бремя, связанное с оплатой коммунальных услуг, техническим обслуживанием и даже продуктами питания. В некоторых сообществах применяется кооперативная модель, при которой жильцы владеют или арендуют свои помещения, принимая коллективное участие в управлении имуществом. Это делает совместное проживание более экономически выгодным вариантом по сравнению с традиционными формами жилья для пожилых людей. Ежемесячные расходы Елены на совместное проживание оказались вдвое меньше стоимости проживания в доме престарелых. Она оплачивала свою квартиру и вносила свой вклад в общие расходы, но при этом была избавлена от необходимости беспокоиться о непредвиденных медицинских расходах или утрате контроля над своим распорядком дня. Одной из наиболее острых проблем, с которыми сталкиваются пожилые люди, живущие в одиночестве, является чувство изоляции, которое, как показывают исследования, несет в себе серьезные угрозы для физического и психического здоровья, включая сердечно-сосудистые заболевания и депрессивные расстройства. В качестве эффективного решения этой проблемы выступает концепция совместного проживания, которая формирует органичную систему взаимоподдержки и социального взаимодействия. Представьте себе жизнь Елены, которая каждое утро наслаждается чашкой ароматного кофе в компании своих соседей, а затем имеет возможность уединиться в своем личном пространстве для отдыха и размышлений. В отличие от строго регламентированного распорядка дня в домах престарелых, здесь она вольна заниматься тем, что ей действительно нравится и приносит удовольствие. Жители этого уникального сообщества регулярно организуют разнообразные мероприятия, такие как киновечера, книжные клубы, совместные занятия йогой и пешие прогулки, вечера настольных игр и праздничные торжества. Благодаря такому насыщенному социальному общению Елена почувствовала себя счастливее, здоровее и энергичнее, сохранив при этом свою независимость и самостоятельность. Возникает закономерный вопрос: подходит ли вам такой формат проживания? Если вы стремитесь к сохранению независимости, но при этом цените социальное взаимодействие и общение, если вы ищете экономически выгодную альтернативу традиционным домам престарелых и вам близка идея взаимопомощи между соседями, то совместное проживание для пожилых людей может стать идеальным решением. Это не просто место жительства, это образ жизни, который предлагает свободу, доступность и ощущение принадлежности к сплоченному сообществу. И все это без строгих ограничений и правил, характерных для традиционных учреждений по уходу за пожилыми людьми. Для многих людей почтенного возраста переезд под крыло семьи представляется наиболее разумным выходом из сложившейся ситуации, однако этот шаг сопряжен с глубокими эмоциональными переживаниями. Зачастую возникают опасения относительно утраты личной свободы, нарушения привычного уклада жизни близких или ощущения себя обузой. Подобные тревоги вполне объяснимы, но при грамотном подходе совместное проживание с семьей может стать обоюдно выгодным решением, приносящим как душевное спокойствие, так и материальную выгоду.
В схожей ситуации оказался и Иосиф, 74-летний механик, вышедший на заслуженный отдых после кончины его супруги. Он тяжело переживал одиночество, а бремя расходов на содержание дома становилось все более ощутимым. Его дочь, Сарра, предложила отцу переехать к ней, но Иосиф не спешил с ответом. Он не хотел нарушать привычный ритм жизни дочери и ее семьи, а также испытывать чувство долга. Вместо того, чтобы сразу отвергнуть предложение, Иосиф и Сарра совместно разработали план, который позволил сохранить независимость отца, обеспечив при этом его близость к семье. Залогом успешного сосуществования нескольких поколений является открытое общение и четко очерченные границы личного пространства. Иосиф и Сарра заранее обсудили все ожидания, чтобы убедиться, что оба чувствуют себя комфортно в рамках достигнутых договоренностей. Именно эти меры помогли им создать гармоничную обстановку для совместной жизни. В поисках оптимального решения жилищного вопроса для пожилых родителей семьи все чаще прибегают к обустройству отдельных жилых зон на своей территории. Так, гараж может быть искусно переоборудован в уютную мини-квартиру, дарующую родителю столь необходимое личное пространство, но при этом сохраняющую его в непосредственной близости от родных. В иных случаях предпочтение отдается квартирам-студиям, подвальным помещениям, превращенным в комфортабельные апартаменты, или даже компактным домикам, возведенным на приусадебном участке. Важным аспектом является финансовая составляющая. Чтобы избежать ощущения иждивенчества, пожилой родитель может вносить свой вклад в семейный бюджет, покрывая часть коммунальных платежей или расходов на продукты питания. Такой подход превращает проживание в партнерские отношения, основанные на взаимной поддержке и уважении. Не менее значима и возможность самореализации. Пожилой человек может найти себя в помощи по хозяйству или заботе о внуках, забирая их из школы или делясь мудростью прожитых лет. Выполнение посильных домашних дел позволяет ему чувствовать себя нужным и ценным членом семьи, а не просто гостем. Все эти меры направлены на поддержание независимости пожилого человека, его вовлеченности в жизнь семьи и сохранение чувства собственного достоинства. Помимо эмоциональных преимуществ, совместное проживание может стать и разумным финансовым решением. Вместо того, чтобы оплачивать дорогостоящее пребывание в доме престарелых или специализированном учреждении, вклад в общее ведение домашнего хозяйства позволяет существенно сократить расходы. Снижение расходов на содержание пожилых людей становится возможным благодаря распределению обязанностей внутри семьи, что позволяет избежать значительных затрат на оплату услуг профессиональных сиделок. Кроме того, существуют потенциальные налоговые преференции и государственная поддержка для семей, заботящихся о своих престарелых родственниках. В качестве примера можно привести историю Иосифа, чей переезд к дочери не только обеспечил ему эмоциональный комфорт, но и позволил сэкономить значительные средства по сравнению с проживанием в доме престарелых. Для него этот шаг стал не просто финансовым решением, но и возможностью обрести новую цель в жизни, сохранить социальную активность и независимость в окружении близких людей. Если вы рассматриваете подобный вариант, важно заранее обсудить все детали и изучить возможные пути его реализации. Многие пожилые люди убеждены, что при правильной организации совместное проживание с семьей может быть не только практичным, но и приносить глубокое удовлетворение. Однако, что делать, если у вас нет близких родственников поблизости, или вы предпочитаете более независимый образ жизни? Не стоит отчаиваться, существуют альтернативные решения, которые могут оказаться идеальными для вас. Многие пожилые люди не решаются рассматривать подобные варианты, но они могут кардинально изменить жизнь, предоставив необходимый уход, общение и финансовую поддержку, не прибегая к услугам домов престарелых. В качестве примера можно привести историю Елены, которая после проблем со здоровьем стремилась сохранить независимость, но нуждалась в периодической помощи.
Отказавшись от дорогостоящего и изолирующего проживания в доме престарелых, она обнаружила два уникальных решения: приемные семьи для взрослых и программы совместного проживания. Для пожилых людей, нуждающихся в поддержке в выполнении рутинных дел, но не требующих постоянного надзора в специализированном учреждении, прекрасной альтернативой становятся приемные семьи для взрослых, предлагающие домашний уют по более скромной цене. Вместо казенной атмосферы крупного заведения, пожилые люди обретают дом в частных владениях под присмотром квалифицированных опекунов, оказывающих всестороннюю помощь в ежедневных заботах. От гигиенических процедур и подбора одежды до своевременного приема лекарств и приготовления вкусной домашней пищи, создавая теплую и заботливую атмосферу. Благодаря живому общению с другими постояльцами или внимательными опекунами, приемные семьи для взрослых становятся гораздо более экономичным решением по сравнению с домами престарелых, позволяя пожилым людям наслаждаться жизнью в домашней обстановке, окруженными индивидуальным вниманием. Так, соседка Елены, Маргарита, нашла приют в приемной семье для взрослых, где ей предоставили уютную комнату, заботливых опекунов и небольшую компанию сверстников, ставших ей второй семьей. Этот опыт оказался менее одиноким, более доступным и эмоционально насыщенным по сравнению с проживанием в крупном учреждении. Примечательно, что многие штаты оказывают финансовую поддержку приемным семьям для взрослых через программу Medicaid, делая этот вариант доступным для тех, кто живет на скромный фиксированный доход. Еще одним прорывным подходом к решению жилищного вопроса становится совместное проживание, когда пожилые люди открывают двери своих домов для молодых людей, предлагая им свободную комнату в обмен на разумную арендную плату, дружеское общение или помощь в бытовых делах. Взять, к примеру, Каролину, близкую знакомую Елены, которая после ухода из жизни супруга осталась одна в просторном доме. Переезжать ей не хотелось, но одиночество тяготило. В этот момент она узнала о программе совместного проживания и познакомилась с Эммой, прилежной студенткой колледжа, которая искала недорогое жилье. Каролина обрела долгожданное общение и эпизодическую помощь в покупке продуктов и легкой уборке. Эмма, в свою очередь, нашла безопасное и доступное жилье, которое обходилось ей дешевле, чем обычная аренда. Обе участницы этой договоренности оказались в выигрыше, не только подружившись, но и оказывая друг другу поддержку. Сегодня многие некоммерческие и муниципальные организации предлагают программы совместного проживания, тщательно подбирая пожилым людям надежных и проверенных соседей по комнате. Это взаимовыгодное решение позволяет обеим сторонам сократить расходы на проживание, обеспечивает повышенную безопасность и общение, а также оказывает помощь в выполнении поручений и домашних дел пожилым людям, которые испытывают одиночество, но не нуждаются в постоянном уходе. Совместное проживание может стать прекрасной альтернативой домам престарелых, давая возможность пожилым людям оставаться в привычной обстановке, сохраняя при этом социальную активность и чувство востребованности. Представьте себе пробуждение в уютном жилище, где вас окружают доброжелательные соседи, а разнообразие общественных мероприятий и фитнес-программ всегда под рукой. Забудьте о хлопотах, связанных с обслуживанием дома, ведь обо всем этом уже позаботились. Именно такую идиллическую картину предлагают современные комплексы и поселения для людей старше 55 лет. Елена, энергичная и коммуникабельная женщина, столкнулась с трудностями в поддержании своего дома после проблем со здоровьем. Не нуждаясь в постоянном медицинском наблюдении, она, тем не менее, стремилась избежать одиночества и забот, связанных с самостоятельным проживанием. Открытие сообщества для людей старше 55 лет стало для нее настоящим спасением. В отличие от традиционных домов престарелых, эти комплексы ориентированы на активных и независимых пожилых людей, стремящихся к насыщенной жизни без бремени бытовых обязанностей. Елена переехала в комфортабельную квартиру в таком сообществе,
которая предлагала широкий спектр удобств и услуг. Жизнь в зрелом возрасте может быть наполнена новыми возможностями и радостями, особенно если выбрать правильное место для жизни. Закрытые жилые комплексы для людей старше 55 лет предлагают уникальное сочетание независимости, комфорта и социальной активности. Это могут быть уютные квартиры, современные кондоминиумы или небольшие дома, спроектированные с учетом потребностей пожилых людей. Одним из главных преимуществ таких сообществ является богатая социальная жизнь. Здесь можно найти единомышленников, разделяющих ваши интересы, будь то книжные клубы, вечера настольных игр или совместные прогулки на свежем воздухе. Всегда есть возможность завести новых друзей и почувствовать себя частью дружной компании. Для поддержания активного и здорового образа жизни в таких комплексах часто предусмотрены различные удобства: бассейны, современные фитнес-центры и живописные пешеходные тропы. Это позволяет оставаться в форме, наслаждаться природой и поддерживать хорошее самочувствие. Немаловажным фактором является и отсутствие забот о техническом обслуживании. Больше не нужно беспокоиться о стрижке газона, ремонте крыши или покраске фасада. Все эти вопросы берет на себя управляющая компания, что позволяет жителям сосредоточиться на более приятных занятиях. В отличие от домов престарелых, в таких сообществах пожилые люди сохраняют полный контроль над своим распорядком дня и образом жизни. Они могут самостоятельно планировать свое время, заниматься любимыми делами и вести активную социальную жизнь. Многие комплексы для людей старше 55 лет предлагают услуги экстренной медицинской помощи. Это означает, что в случае необходимости квалифицированная помощь всегда будет под рукой, но при этом не будет навязываться излишняя опека. Транспортные услуги, предоставляемые многими сообществами, значительно облегчают жизнь пожилым людям. Они могут без проблем посещать врачей, делать покупки в магазинах и участвовать в местных мероприятиях, не завися от помощи родственников или общественного транспорта. История Елены – яркий пример того, как жизнь в таком сообществе может изменить жизнь к лучшему. Она больше не чувствовала себя одинокой, а нашла новых друзей и увлечения. Утренние занятия йогой, общественные пикники и поездки в музеи стали неотъемлемой частью ее жизни. Самым большим преимуществом для Елены стала возможность жить полноценной и активной жизнью в окружении единомышленников. В свое время Елена полагала, что единственным выходом для нее станет переезд в дом престарелых. Однако судьба распорядилась иначе, и она обнаружила место, где смогла продолжить жизнь, соответствующую ее представлениям, оставаясь деятельной и обретая новых товарищей, при этом ощущая внутреннее спокойствие. А что, если бы у каждого была возможность оставаться в привычной обстановке родного дома, получая необходимую заботу и поддержку, избегая при этом значительных расходов, связанных с проживанием в специализированном учреждении? Именно такую возможность предоставляет уход на дому, опирающийся на современные технологии и ресурсы общества. Елена тщательно изучила все возможные варианты и в конечном итоге нашла оптимальное решение. Комбинацию ухода на дому с частичной занятостью, телемедицинских консультаций и дополнительных услуг. Это позволило ей сохранить независимость, получая при этом необходимую помощь. Многие пожилые люди ошибочно полагают, что с возникновением потребности в посторонней помощи в повседневных делах у них не останется иного выбора, кроме как переехать в специализированное учреждение. Однако в действительности существует множество доступных способов получения ухода на дому, открывающих новые перспективы для поддержания достойного уровня жизни. Приходящие сиделки, работающие всего несколько часов в день, способны существенно облегчить жизнь пожилых людей, оказывая помощь в приготовлении пищи, поддержании чистоты в доме и уходе за собой. Зачастую существуют государственные программы поддержки, такие как Medicaid, которые могут частично или полностью покрыть эти расходы. В эпоху цифровых технологий
Телемедицина открывает новые горизонты в поддержании здоровья пожилых людей. Виртуальные консультации с врачами и дистанционный мониторинг состояния здоровья позволяют контролировать заболевания, избегая частых визитов в медицинские учреждения. Это не только снижает финансовую нагрузку, но и делает медицинскую помощь более доступной. Программы доставки еды, такие как «Еда на колесах», обеспечивают пожилых людей сбалансированным питанием без необходимости самостоятельно готовить, что способствует их независимости. Доставка продуктов и лекарств на дом, предлагаемая многими магазинами, позволяет пожилым людям получать все необходимое, не покидая пределов своего жилища. Елена, воспользовавшись услугами приходящей сиделки и современными технологиями, смогла оставаться активной и независимой. Благодаря технологическим достижениям, пожилые люди сегодня имеют возможность дольше оставаться самостоятельными. Небольшие изменения в доме Елены, такие как установка поручней и пандусов, оказали огромное влияние на ее комфорт и безопасность. Технологии, призванные облегчить жизнь пожилых людей, открывают новые горизонты для независимого проживания. Системы медицинского оповещения, в частности кнопка экстренной помощи, дарит пожилым людям уверенность в том, что в случае падения или иной непредвиденной ситуации они смогут оперативно вызвать подмогу. Устройства умного дома, такие как голосовые помощники, позволяют управлять освещением, регулировать температуру в помещении и даже совершать звонки близким, не прибегая к посторонней помощи. Видеозвонки и социальные сети становятся незаменимым инструментом для поддержания социальных связей, помогая пожилым людям избежать чувства одиночества и изоляции. Елена, героиня нашей истории, оценила возможность не зависеть от родственников или специализированных учреждений, создав собственную систему поддержки, идеально отвечающую ее потребностям. Вопрос доступности ухода на дому волнует многих пожилых людей. Распространено мнение, что наем сиделки – непозволительная роскошь, однако в ряде случаев такой вариант оказывается более экономичным, чем переезд в дом престарелых. Во многих штатах действуют специальные программы, оказывающие финансовую поддержку пожилым людям, нуждающимся в уходе на дому, транспорте и питании, при условии соответствия определенным критериям. Ветераны также могут рассчитывать на получение финансовой помощи для покрытия расходов на уход на дому, что делает этот вариант еще более привлекательным. В различных уголках страны местные сообщества разворачивают сети поддержки для пожилых людей, предлагая как платные, так и безвозмездные услуги, охватывающие широкий спектр потребностей, от помощи в уходе и организации перевозок до программ сбалансированного питания. Благодаря умелому использованию услуг приходящих сиделок и щедрости общественных инициатив, такие люди, как Елена, получают возможность оставаться в привычной домашней обстановке, не испытывая при этом непомерного финансового бремени. Задумайтесь, является ли уход на дому подходящим вариантом для вас? Стремитесь ли вы сохранить свой дом как можно дольше, наслаждаясь каждым прожитым днем в его стенах? Быть может, вас привлекает перспектива периодической помощи в решении повседневных задач, позволяющей сфокусироваться на более важных вещах. Не исключено, что вы видите преимущество в использовании современных технологий и местных программ для поддержания своей независимости и активного образа жизни. Если ответы на эти вопросы положительные, то уход на дому, подкрепленный технологическими решениями и поддержкой местных служб, может стать идеальным решением, подобно тому, как это произошло в жизни Елены. Комбинируя возможности современных технологий, услуги приходящих сиделок и ресурсы местных программ поддержки, пожилые люди могут наслаждаться безопасной, счастливой и независимой жизнью, не сталкиваясь с необходимостью переезда в дом престарелых. Елена в свое время полагала, что дом престарелых – это единственный путь, который ей предначертан. Неуклонно растущие расходы, страх одиночества и перспектива утраты независимости
казались неизбежными. Однако, уделив время изучению доступных вариантов, она открыла для себя решение, которое позволило ей сохранить радость жизни, независимость и финансовую стабильность. Елена, тщательно изучив различные варианты организации жизни в преклонном возрасте, такие как возможность остаться в привычной обстановке, совместное проживание с ровесниками, жизнь в кругу семьи, приемные семьи для взрослых, специализированные жилые комплексы для людей старше 55 лет и использование современных технологий для ухода на дому, сумела создать для себя наиболее подходящую модель существования. Она не стала довольствоваться компромиссными решениями, а выбрала путь, который наилучшим образом отвечал ее индивидуальным потребностям, образу жизни и финансовым возможностям. Процесс старения должен быть связан с широким спектром возможностей, а не с жесткими ограничениями. Независимо от того, стремитесь ли вы сохранить свой дом, стать частью сплоченного сообщества или найти оптимальное сочетание самостоятельности и необходимой поддержки, существуют достойные альтернативы традиционным домам престарелых. Начните с детального изучения доступных вариантов, ознакомьтесь с местными программами поддержки и обсудите свои планы с близкими людьми. Разработайте четкий план действий, учитывая, что для вас наиболее важно в процессе старения. Будьте открыты для новых идей, ведь оптимальное решение может оказаться совсем не таким, каким вы его изначально представляли. Каждый человек заслуживает того, чтобы стареть с чувством собственного достоинства, радостью и финансовой стабильностью, и, к счастью, всегда есть способы достичь этой цели.